мини-ПК с процессором Intel N10 Alder Lake N, оперативной памятью DDR5 на 16 ГБ, накопителем M2 PCIe Gen 3 X4 NVMe до 1 ТБ, большим количеством различных портов, 3 USB порта версии 3.2 Gen 2 и это не только, разумеется. Wi-Fi здесь 6 версии, Bluetooth версии 5.2, компактные размеры, стильный дизайн, поддержка 3 дисплеев 8К. И как вы уже поняли, обо всем этом нам заявляет сам производитель в рекламе к модели под названием Geekom Mini R12. Но все так ли хорошо, как заявляет сам производитель, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данный компактный ПК в белой, хорошо оформленной коробке. На ней есть название, изображение модели и краткие характеристики. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем сам ПК, письмо благодарности, адаптер питания на 44,8 Вт, кабель питания и HDMI кабель. Далее есть краткое руководство, набор болтов, а также кронштейн веса, с помощью которого R12 можно закрепить на тыльной панели монитора. Мешочка для транспортировки нет, что уже привычно. Весит устройство 454 грамма, а габариты 112 на 117 на 38 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. В конце июня как раз еще разыгрываю Poco F6 Pro. Так вот, чтобы выиграть Poco X6 Pro, необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов с своим именем в телеге и подписаться на телеграм-канал Скидок. И имя можете написать еще в описании своего канала. Присутствовать на розыгрыше не обязательно. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к мини-ПК. R12 выполнен в черно-серой расцветке. Корпус выполнен из матового пластика, из металла выполнена нижняя часть модели и рамка. Сборка устройства хорошая, да и материалы довольно качественные. Выглядит R12 практически так же, как и модели Mini IT. На столе много места R12 не займет, но напомню, что его можно подвесить на тыльную часть к монитору. К плюсам подобных ПК можно отнести, что они небольшие и легко помещаются в рюкзаке. Далее, на корпусе расположили кнопку питания с индикатором, аудиовход, стандартный мини-джек на 3,5 мм, 3 USB порта версии 3.2 Gen 2, кенсингтонский замок, разъем DC на 19 вольт для питания, HDMI порт версии 2.0, один порт USB Type-C с DP версии 1.4 Alt Mode, один USB-C только для данных, гигабит Ethernet порт под интернет RG45 до 2,5 гигабит в секунду, мини-DP версия 1.4 и SD Card Reader. Максимальное разрешение, которое поддерживает ПК при подключении к монитору, 4К 60 FPS и 8К 30 FPS. Круто, что можно подключить до 3 мониторов. Далее, с нижней части есть прорезиненные 4 ножки, за которыми расположили 4 болта, а за охлаждение отвечает вентилятор WinMA, медные трубки и радиатор. По нагреву вопросов нет, конечно, если использовать его по назначению, с учетом его возможностей. Отмечу, что бесшумным он не является, и при определенных нагрузках вентилятор работает достаточно шумно. Летим дальше. Процессор установлен Intel N100 Alder Lake N Gen 12 с 4 ядрами, 4 потоками, тактовой частотой в 3,4 ГГц, в турборежиме, кэш-память L3 на 6 МБ, используется Intel UHD Graphics с частотой до 750 МГц. Как вы уже поняли, это довольно простенькая модель, при этом она использует оперативную память Crucial от Micron SODIMM DDR5 на 5600 на 16 ГБ. К сожалению, АЗУ одноканальный и еще одного места под АЗУ нет, как и нет возможности докинуть внутренней памяти. Твердотельный накопитель может быть на 512 ГБ и на 1 ТБ, тип накопителя M2 2280, PCIe Gen 3 X4 NVMe от Wupusit. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth версии 5.2, а модуль установлен Realtek 8852BE. Операционная система в стоке Windows 11 Pro, система работает без особых проблем, есть только легкие тормоза из-за железа. Летим дальше, перейдем к тестам. В Geekbench 6 Geekom Mini R12 показал OpenCL Score 3288, Single Core 828, Multicore 2652 и Vulkan Score 3765. Результат прогонки Cinebench R24 вы можете наблюдать на экране, но по итогу ничего хорошего этот тест не показал. Crystal Disk Mark, чтение 3012, а запись 2224 мегабайта в секунду. Не лучшие цифры, но в целом неплохие. Данная модель предназначена для офисной работы или чего-то подобного, но это максимум. Для работы с видео его мощности мало, что можно сказать и про обработку фото или работу с иллюстрациями. Удобно, что с фронтальной части расположили USB-A порт и Type-C порт. Грубо говоря, по интерфейсам их расположили
расположению все довольно комфортно. В играх Air 12 показал очевидный результат. Без особого труда я смог запустить только игру Super Animal Royale, в которой данная модель показала в среднем 35 FPS. Играть сложно, но возможно. Другие более тяжелые игры в целом запускаются с трудом, про то, чтобы поиграть, речи быть не может. С играми все плохо. Может в Red Alert поиграть или StarCraft какой-то. Вот там да. Минусы: высокая цена. По мне, решение установить ОЗУ DDR5 и процессор Intel N100 как минимум странно. Нет возможности расширить ПЗУ и ОЗУ. Нет хотя бы небольшого запаса по производительности для работы в офисе или чего-то подобного. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Сейлы на Али уже по 2 раза в месяц проводят, только чтобы народ что-то брал. Резюмирую. Geekom Mini Air 12 изначально мне показался хорошим выбором для офисной работы, но у Geekom есть проблемы с ценообразованием, как по мне, так как у них есть дорогие модели, производительность которых слишком для офисной работы, но мало для игр, с учетом того, что в этой ценовой категории другие компании предлагают мини-ПК с дискретными видеокартами. Если не обращать внимания на цену, то в целом нормальный прибор, но я не в восторге от этой модели. От меня девайсу максимально скромная на лютейших сейлах. Добра и удачи вам, дорогие друзья.